Глава 9. Последняя битва на земле. Понедельник, 24 июля 1961 года. Несколько часов мы с Доном Хуаном бродили по пустыне. Около полудня он выбрал тенистое место для отдыха. Едва мы сели на землю, Дон Хуан заговорил. Он сказал, что я уже довольно много знаю об охоте, но изменился не в такой степени, как ему хотелось бы. «Недостаточно знать, как делаются и устанавливаются ловушки», — сказал он. «Чтобы извлечь из жизни максимум, охотник должен жить так, как подобает охотнику. К сожалению, человек изменяется с большим трудом, и изменения эти происходят очень медленно. Иногда только на то, чтобы человек убедился в необходимости измениться, уходят годы. Я, в частности, потратил на это годы. Но, возможно, у меня не было способностей к охоте. Я думаю, что самым трудным для меня было по-настоящему захотеть измениться». Я заверил его в том, что понял, о чем он говорит. Действительно, с того времени, как он взялся обучать меня охоте, я провел переоценку всех своих действий. Наверное, самым драматическим открытием для меня стало то, что мне нравился образ жизни Дона Хуана. Мне нравился сам Дон Хуан как личность. В его поведении было что-то несокрушимое. В том, как он действовал, чувствовалось истинное мастерство, но он никогда не пользовался своим превосходством, чтобы что-либо от меня требовать. Его стремление изменить мой образ жизни выливалось в безличные поручения, либо в авторитетную констатацию и разъяснение моих слабых сторон. Он заставлял меня в полной мере осознать все мои недостатки, но я все же не мог представить себе, каким образом его путь может что-нибудь во мне исправить. Я искренне полагал, что в свете того, чего я хотел достичь в своей жизни, его путь может привести меня только к нужде и трудностям. Отсюда и тупик, в который зашло мое обучение. Однако я научился уважать мастерство Дона Хуана, неизменно восхищавшее меня своей красотой и точностью. «Я решил изменить тактику», — заявил он. Я попросил объяснений, потому что его заявление показалось мне весьма туманным. Я даже не был уверен в том, что оно касается именно меня. «Хороший охотник меняет свой образ действий настолько часто, насколько это необходимо», — ответил он. «Да ты сам знаешь». «Дон Хуан, что ты задумал?» Охотник должен не только разбираться в повадках тех, на кого охотится. Кроме того, ему необходимо знать, что на этой земле существуют силы, которые направляют и ведут людей, животных и вообще все живое, что здесь есть. Он замолчал. Я ждал, но он, похоже, сказал все, что хотел. «О каких силах ты говоришь?» — спросил я после длительной паузы. «О силах, которые руководят нашей жизнью и нашей смертью». Дон Хуан снова умолк, словно столкнувшись с огромными затруднениями относительно того, что сказать дальше. Он потирал руки и, двигая нижней челюстью, качал головой. Дважды он знаком просил меня помолчать, когда я начинал просить его объяснить эти загадочные утверждения. «Тебе не просто будет остановиться», — сказал он наконец. «Ты упрям, я знаю, но это не имеет значения. Когда тебе в конце концов удастся себя изменить, упрямство будет тебе на руку». «Я стараюсь, как только могу», — сказал я. «Нет, я не согласен. Ты не стараешься, как только можешь. Ты сказал так, потому что для тебя это звучит красиво. Ты говоришь так обо всем, что бы ты ни делал. Ты годами стараешься, как только можешь, и все без толку. Что-то нужно сделать, чтобы с этим покончить». Я, как обычно, решил, что должен защищаться, но Дон Хуан, как правило, находил мои слабые места. Поэтому каждый раз, начав защищаться от его критики, я неизменно оказывался в дураках. Поэтому на середине длинного выступления в свою защиту я умолк. Дон Хуан с любопытством оглядел меня и засмеялся. Очень добродушно он напомнил, что уже говорил мне, что все мы дураки, и что я не исключение. «Ты каждый раз чувствуешь себя обязанным объяснить свои поступки,
как будто ты единственный на Земле, кто живет неправильно. Это все тоже чувство собственной важности. У тебя его все еще слишком много, так же, как слишком много личной истории. И в то же время ты так и не научился принимать на себя ответственность за свои действия, не используешь свою смерть в качестве советчика, и прежде всего ты слишком доступен. Ты полностью открыт. Другими словами, жизнь твоя по-прежнему настолько же бездарна и запутана, насколько была до того, как мы с тобой встретились. Чувство уязвленного самолюбия захлестнуло меня, и я снова собрался было спорить. Но он сделал мне знак помолчать. «Человек должен отвечать за то, что он живет в этом странном мире», — сказал он. «Ведь ты же знаешь, это действительно странный мир». Я утвердительно кивнул. «Ты соглашаешься, но мы с тобой имеем в виду различные вещи. Для тебя мир странен своим свойством либо нагонять скуку, либо быть с тобой не в ладах. Для меня мир странен, потому что он огромен, устрашающий, таинствен, непостижим. Ты должен с полной ответственностью отнестись к своему пребыванию здесь, в этом чудесном мире, здесь, в этой чудесной пустыне, сейчас, в это чудесное время. Моя задача — убедить тебя в этом. И я все время старался ее выполнить. Я хотел убедить тебя в том, что необходимо научиться отдавать себе отчет в каждом действии, сделать каждое действие осознанным. Ведь ты пришел сюда ненадолго, и времени, которое тебе отпущено, слишком мало. Действительно, слишком мало для того, чтобы прикоснуться ко всем чудесам этого странного мира. Я настаивал на том, что испытывать тоску или находиться с миром не в ладах – нормальное человеческое состояние. «Так измени его», — ответил он сухо. «Это вызов. И если ты его не принимаешь, значит, ты практически мертв». Он предложил мне вспомнить хоть что-нибудь из своей жизни, что я делал бы с полной самоотдачей. Я назвал искусство. Мне всегда хотелось стать художником, и в течение нескольких лет я пытался реализовать свое желание. Иногда я все еще с болью вспоминал о постигшей меня неудаче. «Ты никогда не относился с ответственностью к тому, что находишься в этом непостижимом мире», сказал он таким тоном, словно выносил приговор. «Поэтому ты так и не стал художником, и, наверное, так и не станешь охотником». «Значит, на большее я не способен, Дон Хуан». «Неправда. Ты не знаешь, на что ты способен. Но я делаю все, что могу. И снова ты ошибаешься. Ты можешь сделать гораздо больше и действовать гораздо лучше. Ты допускаешь только одну единственную ошибку. Ты думаешь, что в твоем распоряжении уйма времени». Он помолчал, глядя на меня, как бы ожидая реакции с моей стороны. «Ты думаешь, что в твоем распоряжении уйма времени», — повторил он. «Уйма времени на что, Дон Хуан?» «Ты считаешь, что твоя жизнь будет длиться вечно?» «Вовсе я так не считаю». «Тогда, если ты не считаешь, что твоя жизнь будет длиться вечно, чего же ты ждешь? Почему ты колеблешься вместо того, чтобы решительно измениться? А тебе не приходило в голову, Дон Хуан, что я не хочу меняться?» «Приходило. Так же, как и ты, я когда-то не хотел изменяться. Однако мне не нравилась моя жизнь. Я устал от нее так же, как ты сейчас устал от своей. Зато теперь я чувствую, что на все мне ее не хватит». Я начал неистово доказывать, что его настойчивое стремление изменить мой образ жизни – это произвол, и что оно меня пугает. Я сказал, что на определенном уровне я с ним согласен, но лишь один тот факт, что он неизменно остается хозяином положения, делает всю ситуацию неприемлемой для меня. «Дурак, у тебя нет времени на то, чтобы становиться в позу», – сурово произнес он. «То, что ты делаешь в данный момент, вполне может оказаться твоим последним поступком на земле, твоей последней битвой. В мире нет силы, которая могла бы гарантировать тебе, что ты проживешь еще хотя бы минуту». «Я знаю», — сказал я, сдерживая гнев. «Нет, ты не знаешь. Если бы ты знал, ты был бы охотником». Я заявил, что осознаю неотвратимость своей смерти, но говорить или думать об этом бесполезно, потому что я ничего не могу сделать, чтобы ее избежать. Дон Хуан засмеялся и сказал, что я похож на балаганного актера, механически твердящего заученную роль.
Если бы это была твоя последняя битва на земле, я бы сказал, что ты идиот, спокойно проговорил он. Свой последний поступок на земле ты совершаешь, находясь в совершенно дурацком состоянии. Некоторое время мы оба молчали. Мысли у меня в голове перепутались и устроили бешеную свистопляску. Он, разумеется, был прав. Друг мой, у тебя же нет времени. Нет времени. Его нет ни у кого из нас. Я согласен с тобой, Дон Хуан, но просто соглашаться ни к чему, перебил он. Вместо того, чтобы так легко соглашаться на словах, ты должен соответствующим образом действовать. Прими вызов. Изменись. Что, вот так взять и измениться? Именно так. Изменение, о котором я говорю, никогда не бывает постепенным. Оно происходит внезапно. А ты даже не думаешь готовиться к неожиданному действию, от которого изменится абсолютно все. Мне показалось, что он сам себе противоречит. Я объяснил ему, что если бы я готовился к изменению, то тем самым постепенно изменялся бы. «Ты не изменился ни на йоту», — сказал он. «И поэтому веришь, что меняешься очень постепенно, понемногу. Но однажды ты, возможно, очень удивишься, обнаружив, что внезапно, без каких бы то ни было предупреждений, изменился. Я знаю, что так оно и бывает, и поэтому не оставляю попыток тебя убедить». Я не мог продолжать спорить, потому что не был уверен в том, что действительно хочу что-то сказать. Немного помолчав, Дон Хуан продолжил объяснение. Наверное, мне следовало бы сказать иначе. Я вот что тебе советую. Осознай, что ни у одного из нас не может быть уверенности в том, что его жизнь будет продолжаться долго. Я только что сказал, что изменения происходят внезапно. Точно так же приходит смерть. Как ты думаешь, что можно с этим поделать? Я решил, что его вопрос чисто риторический. Но он приподнял брови, требуя ответа. «Жить как можно счастливее», — ответил я. «Верно. А ты знаешь хоть одного человека, который был бы по-настоящему счастлив?» Моим первым побуждением было ответить «да». Мне показалось, что я знаком с довольно многими людьми, которые могли бы послужить примером. Однако затем я понял, что с моей стороны это будет лишь пустая попытка оправдаться. И я ответил «нет, действительно, не знаю». «А я знаю», — сказал Дон Хуан. «Есть люди, которые очень аккуратно и осторожно относятся к природе своих поступков. Их счастье в том, что они действуют с полным осознанием того, что у них нет времени. Поэтому во всех их действиях присутствует особая сила. В каждом их поступке есть чувство». Дон Хуан замолчал, как бы подбирая соответствующее слово. Он потер виски и улыбнулся. Потом внезапно встал, словно давая понять, что разговор окончен. Я принялся умолять его закончить то, что он мне говорил. Он сел и выпятил губы. «Поступки обладают силой», — сказал он. «Особенно, когда тот, кто их совершает, знает, что это его последняя битва. В действии с полным осознанием того, что это действие может стать для тебя последним на земле, есть особое всепоглощающее счастье. Мой тебе совет. Пересмотри свою жизнь и рассматривай свои поступки именно в таком свете». Я не согласился с ним. Я сказал, что для меня счастье состоит в том, что моим действиям свойственна определенная протяженность во времени, и я могу по своему желанию продолжать делать то, что делаю в данный момент, особенно если это мне нравится. Я объяснил ему, что мое несогласие отнюдь не банальная фраза, но утверждение, которое вытекает из глубокой убежденности в том, что и мир, и я сам обладаем свойством существовать в течение промежутка времени, вполне поддающегося оценке. Все мои усилия доходчиво изъясниться, похоже, весьма забавляли Дона Хуана. Он все время посмеивался. А когда я произнес утверждение насчет свойства существовать в течение промежутка времени, вполне поддающегося оценке, он сорвал с головы шляпу, швырнул ее на землю и принялся топтать. Закончилось это тем, что мы оба хохотали над его уморительной выходкой. «У тебя нет времени, приятель», — сказал он. «В этом беда всех человеческих существ. Времени нет ни у кого из нас, и твой поддающийся оценке промежуток времени ничего не значит в этом жутком таинственном мире.
Надежда на этот самый промежуток времени делает тебя робким, лишает решительности, продолжал он. И в твоих действиях не может быть того духа, той мощи, той неодолимой силы, которая присутствует в действиях того, кто знает, что сражается в своей последней битве на этой земле. Другими словами, расчет на промежуток времени не делает тебя ни счастливым, ни могущественным. Я признался, что боюсь мыслей о предстоящей смерти, и обвинил Дона Хуана в том, что он своими постоянными разговорами о смерти лишает меня душевного равновесия. «Но ведь нам всем действительно предстоит умереть», — сказал он. Дон Хуан указал на далекие холмы. «Есть нечто, что ждет меня где-то там. Это несомненно. И когда-нибудь оно меня дождется. Это тоже несомненно. Но ты, наверное, совсем не такой, и смерть вовсе тебя не ждет». Я в отчаянии развел руками, и он рассмеялся. «Дон Хуан, я не желаю об этом думать». «Почему?» «Это бессмысленно. Ведь она так или иначе где-то меня ждет. Так какой смысл по этому поводу тревожиться?» «Разве я сказал, что ты должен по этому поводу тревожиться?» «Тогда что я должен делать?» «Использовать ее. Сосредоточить внимание на связующем звене между тобой и твоей смертью, отбросив сожаление, печаль и тревогу. Сосредоточить внимание на том факте, что у тебя нет времени. И пусть действия твои текут соответственно. Пусть каждый из них станет твоей последней битвой на земле. Только в этом случае каждый твой поступок будет обладать силой. А иначе все, что ты будешь делать в своей жизни, так и останется действиями робкого и нерешительного человека. А что, это так ужасно, быть робким и нерешительным человеком? Нет, если ты намерен жить вечно. Но если тебе предстоит умереть, то у тебя просто нет времени на проявление робости и нерешительности. Нерешительность заставляет тебя цепляться за то, что существует только в твоем воображении. Пока в мире затишье, это успокаивает. Но потом этот жуткий таинственный мир разевает пасть, намереваясь тебя поглотить. И ты с полной очевидностью осознаешь, что все твои проверенные и надежные пути вовсе такими не были. Нерешительность мешает испытать и полноценно использовать свою судьбу, судьбу людей. Но, Дон Хуан, это же противоестественно все время жить с мыслью о смерти. Смерть ожидает нас, и то, что мы делаем в этот самый миг, вполне может стать нашей последней битвой на этой земле. Очень серьезно, почти торжественно произнес он. Я называю это битвой, потому что это борьба. Подавляющее большинство людей переходит от действия к действию без борьбы и без мыслей. Охотник же, наоборот, тщательно взвешивает каждый свой поступок. И поскольку он очень близко знаком со своей смертью, он действует рассудительно, так, словно каждое его действие – последняя битва. Только дурак может не заметить, насколько охотник превосходит своих ближних, обычных людей. Охотник с должным уважением относится к своей последней битве. И вполне естественно, что последний поступок должен быть самым лучшим. Это доставляет удовольствие и притупляет страх. «Ты прав», — признался я, — «просто это трудно принять». «Да, чтобы убедиться в том, что дело обстоит именно так, тебе понадобятся годы. И годы на то, чтобы научиться действовать сообразно этому убеждению. Мне остается лишь надеяться, что ты успеешь». «Ты пугаешь меня, когда так говоришь», — сказал я. Дон Хуан окинул меня взглядом. Лицо его было необычайно серьезно. «Я уже говорил тебе, это очень странный мир. Силы, которые руководят людьми, непредсказуемы и ужасны. Но в то же время их великолепие стоит того, чтобы стать его свидетелем». Он замолчал и снова взглянул на меня. Казалось, он вот-вот раскроет мне что-то очень важное. Но он передумал и улыбнулся. «Что, в самом деле существует нечто, что нами руководит?» «Конечно. Существуют силы, которые нас направляют. Ты не можешь их описать?» «Нет, действительно нет. Я могу только назвать их разными словами: сила, дух, ветер или как-нибудь еще».
Я собрался было расспросить его подробнее, но не успел задать вопрос. Он встал. Я изумленно уставился на него. Он встал одним движением. Его тело просто дернулось вверх, и в мгновение ока он уже стоял на ногах. Я все еще размышлял о необыкновенном мастерстве, которое требуется для того, чтобы двигаться с такой скоростью, когда Дон Хуан сухим приказным тоном велел мне поймать кролика, убить, освежевать и зажарить до того, как закончатся сумерки. Он взглянул на небо и сообщил, что времени у меня, пожалуй, достаточно. Я автоматически начал действовать, так как действовал уже много раз. Дон Хуан шел рядом и оценивающим взглядом следил за каждым моим движением. Я был очень спокоен и двигался с большой осторожностью, поэтому без особого труда в скором времени поймал кролика-самца. «Теперь убей его», — сухо велел Дон Хуан. Я засунул руку в ловушку, схватил кролика за уши и начал тянуть к себе. И тут вдруг меня охватил дикий ужас. Впервые за все время, в течение которого Дон Хуан обучал меня охоте, до меня дошло. Он никогда не учил меня убивать дичь. Множество раз мы с ним бродили по пустыне, и до сих пор он убил только одного кролика, 2 перепелов и 1 гремучую змею. Я отпустил кролика и взглянул на Дона Хуана. Я не могу его убить. Почему? Я никогда этого не делал. Но ты же убил сотни птиц и других животных. Из ружья, а не голыми руками. Какая разница? Время этого кролика подошло к концу. Тон Дона Хуана потряс меня. Он говорил настолько уверенно, с такой убежденностью, что в сознании моем не осталось ни тени сомнения. Он действительно знал, что время этого кролика закончилось. «Убей его!» — с яростным блеском в глазах приказал он. «Не могу». Дон Хуан закричал, что кролик должен умереть, потому что закончил свои скитания по этой прекрасной пустыне, и что мне нечего увиливать, так как сила, которая направляет пути кролика, привела в мою ловушку именно этого кролика и сделала это как раз на границе сумерек. На меня нахлынул целый поток бессвязных мыслей и ощущений. Они словно только и ждали возможности меня одолеть, и, явившись, привели меня в состояние глубокой подавленности. Со смертельной ясностью я почувствовал, какая это трагедия для кролика — попасть в мою западню. За считанные секунды в сознании пронеслись воспоминания о наиболее критических моментах моей жизни, когда я сам был в положении, подобном положению этого кролика. Я смотрел на кролика, а кролик на меня. Он прижался к задней стенке клетки. Он сидел, свернувшись почти калачиком, очень тихо и неподвижно. Мы с ним обменялись мрачными взглядами. В его взгляде я прочел молчаливое отчаяние, и это еще больше усилило во мне ощущение полного сходства с этим кроликом. Я живо представил себя на его месте. «Черт с ним», — громко сказал я. «Я никого не буду убивать, я его отпускаю». От избытка чувств меня затрясло. Дрожащими руками я полез в ловушку, пытаясь схватить кролика за уши. Он быстро увернулся, и я промазал. Я попытался еще раз, и снова неудачно. Я пришел в отчаяние. Меня стало тошнить, и я быстро ударил по ловушке ногой, чтобы разбить ее и таким образом освободить кролика. Но клетка оказалась неожиданно прочной и не развалилась. Мое отчаяние переросло в невыносимую муку. Изо всех сил я правой ногой топнул по клетке. Прутья с треском сломались. Я вытащил кролика, на мгновение испытав облегчение, от которого в следующий момент не осталось и следа. Кролик без движения сидел у меня в руке. Он был мертв. Я не знал, что делать. В голове начали роиться мысли о том, от чего мог умереть кролик. Я оглянулся на Дона Хуана. Он смотрел на меня. Я ощутил ужас, от которого по всему телу прошла холодная волна. Я сел на землю возле каких-то камней. Ужасно болела голова. Дон Хуан положил на нее ладонь и прошептал мне в самое ухо, что я должен освежевать кролика и зажарить мясо до того, как закончатся сумерки. Меня тошнило. Дон Хуан разговаривал со мной очень терпеливо, как с ребенком. Он сказал, что силы, руководящие людьми и животными, привели именно этого кролика ко мне. Точно так же когда-нибудь они приведут меня к моей собственной смерти.
Он сказал, что смерть кролика была даром мне, точно так же, как моя смерть станет даром кому-то другому. Мне было плохо. Казалось бы, ничего особенного не произошло, но простые события этого дня что-то надломили во мне. Я пытался думать, что это всего-навсего кролик, однако не мог отделаться от ощущения какой-то жуткой своей с ним тождественности. Дон Хуан сказал, что я должен поесть мясо этого кролика. Хоть кусочек. Это закрепит то, что я сделал сегодня. Я не могу. Я кротко попытался отказаться. В руках этих сил мы мусор. Ничто, жестко произнес он. Так что прекрати потакать своему чувству собственной важности и воспользуйся подарком силы, как подобает. Я поднял кролика. Он был еще теплый. Дон Хуан наклонился ко мне и прошептал. Твоя ловушка стала для него последней битвой. Я же тебе говорил, время его скитаний по этой чудесной пустыне закончилось.